Юрий Алексеевич, не могу не спросить вас о том, о чем вы сказали в начале, еще до нашего интервью. Вы сказали, что у вас есть ощущение последний год такой предгрозовой атмосферы в обществе. Да. Не могли бы подробнее рассказать, Ну, я с чем вам это так связано? скажу. Сначала начинаешь рассуждать примитивно. Начался финансовый кризис. Он начался в мире, начался у нас, начался там с ипотеки, с пузырями, со всяким. Финансовый кризис у нас, да и там тоже, перетек довольно существенный экономический кризис, когда падает производство, продажи. Это влечет за собой социальную напряженность, безработицу. У нас с ней бороться не умеют и не подготовлены, потому что у нас не диверсифицированная экономика. Но поскольку за эти жирные годы, вот эти длинные, когда были огромные цены на нефть, когда мы создавали какие-то огромные резервы золотовалютные, ни шагу не было предпринято для того, чтобы начать развивать реальный сектор. Мы с этим опоздали, думаю, что навсегда, потому что все эти потуги даже в моей близкой мне области самолетостроения, мы уже никогда не будем тем, чем были, по ряду причин. И никакие суперджеты этот нас не спасет, тем более, что в нем очень мало своего. Это как вот под Ленинградом собирают автомобили иностранные. Но это сборка. А детали, основные элементы, это мы делать не умеем. А вторая волна будет, не будет, я имею в виду финансовый кризис, но экономический уже прошел, он идет, спад производства. И социально назревает вопрос, в каких формах он будет разрешаться. Дело ЮКОСа – это вообще особая точка. Особая в том смысле, что так же, как вот, точечные выборочные преследования ученых, должны были показать, особенно такой вольнолюбивой технической интеллигенции, что могут посадить за что хочешь. То же самое господин Путин решил показать людям, командирам экономики. В первую очередь, конечно, самой богатой экономики, сырьевой. Потому что алюминий тоже сырье, и все остальное, и трубы это тоже. Но выбрал мишенью Михаила Борисовича за его свободное рассуждение в присутствии этого молодого человека, которого фамилия Путин, которому не понравилось, по-моему, такое ощущение. Умный, самостоятельный человек, знающий, что говорит, и знающий, что делает. Заговорили о переписке. Когда она возникла и каким образом? И как давно вы узнали Михаила Борисовича? Я с ним не знаком. Я пошел на процесс. Стоял там, когда их выводили по лестнице, впереди автоматчики, сзади автоматчики, чуть ли не танк по лестнице идет. Нас сюда загнали, там же люди, которые регулярно ходят, они знают, где надо стоять, на какой ступеньке, все, они мне сказали, вот сюда стань. Вот. И мы встретились глазами. Он меня, наверное, по телевизору видел, знает, а я тоже по картинкам. Так вроде перемигнулись. Потом уже, когда я уселся там на лавке, и кто-то из корреспондентов молодых рядом со мной сидел, когда я увидел, что действительно происходит, черт знает что, я этого толкаю молодого человека, журналиста. Я говорю, здесь ржать можно? Выведут, говорит, выведут. Ну и потом еще раз перекинулись с Михаилом Борисовичем, а письмо он написал, начал с того, что спасибо, что вы зашли на процесс и так далее. Я в этом письме пишу, что я буду практиковать это и дальше. Вот. А дальше некоторые свои соображения. Я о процессе, и он знает, что у меня это еще вот ученые-шпионы, пожелал нам успеха в этом безнадежном деле. Вот об этом было письмо. Кланяюсь родителям Михаила Борисовича в этом письме, которыми я видел их один раз и слышал. В фонде Сахарова было такое слушание, может, вы там были, а я там состою в правлении этого фонда с самого начала. Вот, и там были и папа, и мама. И я восхитился, как хорошо говорил папа замечательный, чем-то напомнил мне моего отца, хотя сам папа Ходорковский моложе меня, но мой отец тоже был вот, типа старого бухгалтера, вот такого, который был мудрый и всезнающий, как говорится, бухгалтер с дореволюционным стажем. Вот. А мою маму мне напомнила, такая острая,
острая по мысли и языку, замечательная совершенно семья. Эти прокуроры возвращаются, и судья возвращается домой. Все понимают. Как это происходит? На каком уровне случается эта коррозия совести? Знаете, в России это не ново, это очень легко. У нас есть большая, так сказать, генетическая дыра, созданная в сталинские времена, выслушивание наиболее самостоятельных, способных что-то самим организовать и сделать. И в результате такая привычка к патернализму, пусть самому паршивому патернализму, который тебя размазывает по стенке, но он тебе дает кусок хлеба и пол-литра, и гори все огнем. И, к сожалению, вот такая селекция генетическая, проведенная за 20 век, она плохо сказывается на перспективах. Я думаю, что перспектива у страны, как мы ее понимаем, просто отсутствует. А как она будет расформировываться или переформировываться, никто не знает. Но то, что что-то предстоит, естественно, потому что, ну что, берем Дальний Восток, так, оттуда уезжают. Но там те, кто остается, те живут независимо от центра. И это происходит не только на Дальнем Востоке. Несмотря на назначение губернаторов, управляемость регионами упала, потому что эти губернаторы, будучи назначенными, они приходят туда, где своя локальная элита образовалась. Связи, криминальные, некриминальные, всякие, семейные. И он сразу попадает в зависимость и понимает, что ему нужно под них работать, тогда он будет видимое благолепие, и тогда его не снимет президент и не назначит другого. И держится вот за это дело. Что должно произойти, чтобы люди поняли, что вот интересов граждан в этом списке нет? По-моему, нормальные люди, и их не так мало, это понимают. Я думаю, что реально нормально понимающих ситуацию, трезво, будучи, может, политически по-разному ориентированными, но понимающие, констатирующую часть правильно, не меньше 15% в стране. Вот так. Это не так мало для страны в 140 миллионов. Это 15 на 15, это 20 миллионов.